Доброе утро. У нас сегодня завтрак у моря перед отъездом. Мы наконец-то снимаем гипс. Град. Такие куски летят. Влетела в яму, погнула диск и пробила колесо. Это ровно половина всего нашего пути, 1500 километров от Одессы. Сейчас вам расскажу трэш-историю вчерашнего дня. Были на заправке в Словакии, и Тая оставила там телефон. Обнаружили это, да, в туалете оставила. Обнаружили мы это спустя 425 километров, как уехали оттуда. Будем ждать, пока остынет машина, пока двигатель остынет. Минут 30 будем стоять. Я ненавижу итальянские говнозаправки, просто у меня истерика. Он сожрал наши 10 евро. Это единственная наличка, которая у меня была. И бензин у меня заканчивается. У нас Украина в этом плане самая развитая страна. Ночью едешь по киевской трассе, заехал на Сакар, можешь борщ поесть, можешь кофе выпить, заправился себе, цивилизация. 125 евро эта машина и нас 4 человека в одну сторону. Мы уже отплываем от берега. Позади почти 3000 километров, представляете? Ехали долго, устали, и сейчас хотим показать вам наш небольшой домик. Пойдем. Первая вот такая, я попросила маму. Что ж такое, а? Что ж ты бьешься везде? Не буду я переснимать, все, бьешься. А ты зачем? Господи, я не могу, это все так начиналось красиво. Основные термальные парки — это сады Посейдона, Негомба и Кастильоне. Закат солнца, мы сейчас ложимся отдыхать. Мы выехали из Одессы, и впереди у нас путь длиной в 3 дня. Мы едем в Италию на красивый итальянский остров, который называется Искья, и это остров термалов. Град. Такие куски летят, что я говорю, что сейчас вмятины будут на моей машине. Все встали на аварийке, здесь стоят. Алиса, это град, это не дождь. Это кошмар просто. Кого-то уже снесло с трассы. У нас хорошая новость. Буквально за день до отъезда Алисе сняли гипс. И сейчас покажу, как это было и вообще, что мы делали, как собирались в эту дорогу. Доброе утро. У нас сегодня завтрак у моря перед отъездом. Приятного аппетита. Спасибо, очень вкусно. Сейчас подышим морским воздухом и поедем в поликлинику, потому что на определенное время нас ждет там наш травматолог, который сегодня уже будет снимать Алисе гипс перед поездкой. Я очень волнуюсь, не в том плане, что снимаем гипс, а из-за того, что дальняя дорога, как все будет, рука будет болеть, не будет болеть, непонятно. Мы пришли в поликлинику, сегодня будем снимать Алисе гипс. И, кстати, я сижу на стуле для короля. Весь процесс занял буквально пару минут. Заехали к бабушке, да, пообедать. И такой синяк, конечно, еще остался у Алисы на руке. Ну, нужно время. 2 недели как минимум, еще боли будут. Нужно аккуратненько просто с этой ручкой. Уже сняли гипс. Вещи у нас собраны, и я, как всегда, перед любой поездкой такой, я очень переживаю. С нами едет моя мама, это большой плюс, что еще один взрослый будет, но мама не водитель, поэтому я единственный водитель, и я очень устаю от такого пробега, от такого километража. Ну и переживаю, потому что машина не новая, мало ли что может быть. Ой, короче, нужно пить успокоительное. Но я всегда настраиваюсь на то, что обязательно все будет хорошо. Здесь на видео это наш лонжерон, дельфинарий, набережная. И видите, какая вот поздняя весна, да, и такая холодная у нас. Все ждут лета, все ждут уже, когда же тепло придет в город. Ночью под Мукачево я влетела в страшную яму, погнула диск, пробила колесо, оно начало спускать, все шиномонтажи закрыты. У нас ужас. И мы приняли решение в таком состоянии ехать на словацкую таможню. Прошли таможню, на удивление, быстро. Колесо спустило совсем, и на заправке одна чудесная женщина подсказала, где рядом есть вулканизация. И вот мы сейчас стоим рядом с ней, ждем дядечку, который должен к 7 утра прийти, открыть этот сервис и сделать уже наконец-то мне мою машину.
слава богу, наконец-то. Надеюсь, сделают хорошо, и оставшуюся часть пути меня этот вопрос беспокоить не будет. У нас все хорошо, мы уже едем по Словакии, дождик моросит. И думаю, вечером где-то остановиться, все-таки переночевать. Скорее всего, это будет уже территория Венгрии. С колесом все в порядке, слава богу, мы уже проехали большую часть Словакии, сделали остановку. Здесь такое место классное для ночевки, но нам еще рано останавливаться на ночлег. Виноградники частные, вот хостел, детская площадка. Так получилось, что эта стоянка это ровно половина всего нашего пути, 1500 километров от Одессы, и нам осталось ехать еще 1500 километров до нашего итальянского острова. Бабушка с Алисой фотографируют жука-навозника. Я стояла, смотрела и издалека сначала подумала, что это настоящие страусы и настоящая лошадь. Конечно, такой уют здесь вот владелец создал. И если будем возвращаться, будет возможность, я бы хотела остановиться на обратном пути, ночевать именно в этом месте. Переночевали мы в венгерском небольшом поселке с интересным названием Папа. В маленьком хостеле придорожном. Выспались, сейчас грузим вещи, заедем в Макдональдс, выпьем кофе, потому что не завтракали. И уже едем из Венгрии в сторону Австрии. Таких винов брать нет? Нет, чизбургеры и кофе. Хэппи Мил не взяли, потому что Алиса наказана с утра, мотала нервы, поэтому без игрушки сегодня. Кофе. Кстати, мое приклеили, что оно тебя. Я хотела кофе с утра. По-моему, мне кажется, что я своим костюмом слилась с этой скамейкой. Сейчас вам расскажу трэш-историю вчерашнего дня. Были на заправке в Словакии, и Тая оставила там телефон. Обнаружили это, да, в туалете оставила. Обнаружили мы это спустя 425 километров, как уехали оттуда. Хорошо, что у нее был с собой планшет. Она зашла в отслеживание айфонов и отследила, что он там находится. Мы нашли контакты этой заправки, связались с ними. Звонили, в общем, они нас не понимали, с роуминга не могли из Венгрии позвонить. Это был такой ужас. В общем, кое-как большими трудами мы с ними связались. Телефон у них, и на обратном пути, когда мы будем возвращаться из Италии, Через 2 мы его недели. заберем. Да, через 2 недели. Ну, хоть так, и на том спасибо. Все, сейчас завтракаем и уже едем в сторону Австрии, потом в Словению. И я думаю, что утром рано будем уже в Италии. Едем в порт. Все, приятного аппетита. Бабушка, кстати, смотри, у меня веганское печенье и веганское кофе. Все, ты повеселела уже, да? У тебя что, китайский шашлык? Давай доедай, будем ехать уже, хорошо? Купил у меня пончик китайский. Мы уже едем по территории Австрии, и впереди большой участок горный, серпантины. Походу перегрелся движок у меня в горах на серпантинах. Стою, жду пока остынет, потому что дым пошел, вонь такая паленая резиной. Ну мы испугались, конечно, думали, что все, капец ему пришел. Гена говорит, что нужно дать остыть машине, а мы на солнце стоим. Будем ждать, пока остынет машина, пока двигатель остынет. Минут 30 будем стоять. Ровно 1,5 часа мы стояли, очень долго остывала машина, но сейчас вроде тьфу-тьфу-тьфу, все нормально, едем дальше. Я ненавижу итальянские говнозаправки, просто у меня истерика. Он сожрал наши 10 евро, бензин не дает, мы ничего сделать не можем, деньги вернуть не можем. Это единственная наличка, которая у меня была, и бензин у меня заканчивается. И вот сейчас вопрос, ехать дальше, либо стоять, я его уже пинала. Вот так вот ночью все заправки закрыты, никого нет, здесь типа заправка самообслуживания, и они все такие по Италии, это можно выдержать. Тая, а где эти чипы? Дай мне чип. Вот эти наши. Insert casual comment.
ничего не работает. Короче, мы уезжаем, я не заправилась, 10 евро сожраны. Я вот в который раз убеждаюсь, что у нас Украина в этом плане самая развитая страна. Ночью едешь по киевской трассе, заехал на Сакар, можешь борщ поесть, можешь кофе выпить, заправился себе, цивилизация. Здесь это просто, ну какая-то, жопа мира с этими заправками, это вообще шок. Как я об этом забыла, я же была когда в Венеции, когда мы в круиз ездили, и уже проходила это все. И сейчас у нас просто вот дежавю. Никогда не заправляйтесь картой на заправках Италии. Я залила бензина на 33 евро, а с карты сняла $115. Я начала ругаться, он мне начинает рассказывать, что это предавторизация, вам деньги вернутся в течение 12 часов. Ага, хрен там. Уже потом, погуглив, поняла, что это у многих такая ситуация, деньги снимают, и потом кому-то вернули в течение 1,5 месяцев, кому-то через 3 месяца, а кому-то вообще не вернули. Вот такой вот развод. Мы уже в порту Пацуоли, и через полчаса будет паром, не можем разобраться, где купить билеты на него. Я уже вообще в прострации, ничего не хочу, здесь никто ничего не понимает, английский никто не знает. Устали мы уже. Да. Ага. Встали в очередь машинную, стоим, безбилетники мы. Короче, билеты такие, 120, сколько сейчас, подожди, 125 евро, это машина и нас 4 человека в одну сторону. И билет, причем его нельзя там на несколько раз использовать. Ну, в плане, что если вот сейчас на 2 часа, да, мы заезжаем на паром, то мы на 2 часа и заезжаем. Уже, если мы сейчас этот паром пропускаем, то уже мы не можем на следующий паром с этим билетом попасть. Вот так. Вот так выглядит порт Пацуоли, городок небольшой. А людей на паром, сейчас я вам покажу. Очень много пеших, кто без машин. Ну и с машинами тоже, наверное, машин 70 уже стоит. Мы очень сильно задержались в этой дороге. Дорога была очень тяжелая. И нас уже ждет хозяин дома на острове. Уже звонил несколько раз. СМС-ки мне понаписывал. Но я говорю, ну все, уже на паром садимся, скоро будем. Сегодня, честно, кроме супермаркета никуда не хочу. Купить, поесть, приготовим. Хочу супчик или борщик какой-то с мамой сварим. И будем отдыхать. Заезжаю на паром, там сейчас будет такая огромная ступенечка. Хочу ж попасть, чтобы не съехать в море, блин. Пипец. Мам, да не... Ну, такое узкое все, ну. Ай-яй-яй. Сейчас надо дать газу и наверх. Так. Слава Богу. Теперь вопрос, куда встать. Ну тут, наверное, за ними и встану. Я за ним и стояла, кстати, на берегу. Мы уже отплываем от берега. Отплыли уже. Солнце, тепло очень, хотя ветрено. Но я думаю, что нас ждет классная погода всю эту неделю. Наш паром идет из порта Пацуоли, это недалеко от Неаполя, на итальянский остров Искья. В море мы будем примерно минут 40, это Тиренское море. Сегодня погода такая прохладная, но я думаю, что все последующие дни мы обязательно увидим солнышко и погода будет отличная.
Заходим в порт. Это наш остров на ближайшие 8-9 дней. С собачками столько людей перевозится на пароме. Ну что, мы наконец-то доехали в наше новое жилье. И сейчас хотим показать вам наш небольшой домик. Пойдем. Заходи, Алиса. Заходим и попадаем вот в такую просторную гостиную. Она очень большая. Здесь же есть выход на улицу. Да, на террасу. А здесь у нас обеденный стол, и где-то вдали видно море. И сейчас я покажу вам наши спальни, их здесь две. Первая вот такая, я попросила маму. И сейчас я покажу вам наши спальни, их тут две. Первая спальня выглядит вот так, я попросила маму, если можно, отдать ее мне. Ну, я сначала покажу, тут у нас получается в доме две ванны, одна ванная комната там, я пока что Алиса, и одна здесь. Мне очень нравится, как она выглядит. Что ж такое, а? Что ж ты бьешься везде? Не буду я переснимать, все, бьешься. А ты зачем? Господи, я не могу, это все так начиналось красиво. Сама кровать выглядит вот так вот. Она достаточно большая, там тоже выход на эту же террасу есть, мы вот открыли сейчас дверь. Небольшой диван и стол. И дальше я думаю, что Алиса покажет нам вторую комнату. Иди показывай, где мы с тобой будем спать, давай. И ванную вторую заодно. Я за тобой иду. Давай. Я здесь можно заблудиться, у нас столько места. Да, скажи. Так, ты начала с ванной, да? Ага, давай, с душевой. У нас туда попроще, мы будем к Тае ходить. Детский кран маленький. Давай, это биде называется. Так, ну здесь мы с мамой, не знаю, где ваша кровать. Наша кровать. Тоже выходит сюда. И вот мы... Алиса похожа на придорожного бомжика. Даже не переодели ребенка, да, скажи. Выходи. Так, там нравится у нас бассейн. Ну, он холодный, мы вряд ли будем в нем купаться, но идем посмотрим, идем. Попробуй. Я сегодня потрогала воду комнатная. Здесь есть джакузи. Ну, я не думаю, что мы будем купаться. Мы же приехали ради термальных источников сюда и ради моря. А джакузи это так. Холодная вода, да? Сейчас переодеться и покупаться. Здесь этот чехол упал в воду. Я скажу, что вода не холодная, она такая комнатная. И, в принципе, если будет солнце, и вот эта конструкция целый день постоит на солнце, то довольно-таки нормально. И можно посидеть вечерком. Мам, я сегодня хочу сюда. Нет, сегодня нет. Идем пройдемся по двору. Конечно, я скажу, даже есть шезлонги, да, ну, вряд ли на них будем загорать, потому что будем ездить на пляж. Но мне очень нравится. Дом большой, светлый, приятный и красивый. Да. Это дерево лимона. Лимончики растут, можно его добавлять в чай. Мне чем-то напоминает виллу Ставроса в Греции, у которого мы раньше часто тоже в это время отдыхали в мае, да? Алиса сейчас покажет кухню и еще какую-то комнату. Это наша кухня, и здесь есть абсолютно все необходимое, начиная от посудомойки, которой мы никогда не пользуемся, и заканчивая электроплитой, гриль, обычной плитой, множеством посуды, кастрюльки разные, все для выпечки. Мы еще так толком не смотрели, только начинаем. Моющие средства, пакетики, всякие полотенечки кухонные. В общем, есть в принципе все. Холодильник очень хороший. Еще раз очень быстренько пройдемся с вами по дому, в котором есть абсолютно все. Мне очень нравится, и в принципе мы все в полном восторге. По стоимости бронировала на букинге, вышло нам примерно 110-112 евро в сутки. Я очень хотела забронировать эту виллу на весь срок нашего пребывания на Иске, но, к сожалению, не вышло, потому что у хозяина уже были другие даты заняты, поэтому мы проживем здесь всего лишь 4 дня, а затем переедем в отель.
очень нравится сочетание синей плитки на полу с цветной. И вообще вот полы, стены, да, в синем стиле. Ванные комнаты также. Это мой любимый цвет. Эта ванна очень хорошая, просторная. Мне тоже очень нравится. Мне вообще дом понравился. Сейчас мы немного выгрузим вещи из машины и поедем в магазин. Купить продукты надо. Мы здесь проживем в этом доме 4 дня, потом переедем в другое место. Кстати, я вам не показала, как я сюда заезжала. Улочки просто жесть. Буквально шириной в мою машину. И я думала, что я себе обобью все зеркала. Ну, как-то проехала. Так тихо здесь, птицы поют, собаки. Я вообще люблю жизнь в деревне. Ну, мы, в принципе, не в деревне, а в городке. Но все равно хорошо. Боюсь, что Полиса здесь ничего не побила, как она обычно любит делать. Много книг очень, ну, конечно, итальянская в основном литература. И вот здесь на полочке стоит семейное фото хозяев дома. Много предметов старины. Вот такое вот трюмо. Мне очень нравится в Испании, в Италии. Вот сейчас увидела, когда стены домов украшают вот такими ящерками. Солнышко немножко вылезло. Искья – это огромный термальный парк. За эти дни, которые мы здесь находимся, мы постараемся посетить по максимуму все термальные источники. А сам остров делится условно на 6 термальных зон. Основные термальные парки — это сады Посейдона, Негомбо и Кастильоне. Я бы очень хотела такие лимоны посадить у себя на даче под Одессой, но у нас климат другой, они не вырастут, просто не приживутся. Вот, в принципе, единственная проблема – это еще широкая улица здесь, когда едешь к нашему дому. А там, где был поворот, я снимать вообще не смогла, потому что очень узко. Боялась шарпнуться зеркалом. И вот здесь еще более-менее. А там, я не знаю, уже я так немножко сейчас легче второй раз заехала, чем было первый раз, когда ехала за хозяйкой. Вот сюда мы едем дальше. И я скажу, что вот если у меня была бы машинка немножко побольше, я бы уже здесь проехать по габаритам не смогла бы никак. Очень узко. Вот такой волшебный вид с гостиной вечером. Закат солнца, мы сейчас ложимся отдыхать. У нас весь двор вот в таких волшебных шарах.